Всем привет! Это новогодний выпуск вне формата канала, посвященный истории и традициям светского празднования Нового года, который отмечается 1 января по Григорианскому календарю. Поскольку большинство стран в настоящее время используют его в качестве своего фактического календаря, этот день, вероятно, является наиболее отмечаемым государственным праздником. Многие страны Европы официально приняли 1 января в качестве Нового года еще до 4 октября 1582 года, когда был принят Григорианский календарь в католических странах. Истоки летоисчисления могут исходить из более древних времен, когда люди обратили внимание на длительные циклические процессы в небе, включая движение Солнца, Луны и созвездий. Как, к примеру, охотники и собиратели из Лепенски-Вира. Однако первыми записанными календарями являются древнеегипетский и вавилонский, датированные бронзовым веком, а их наследие до сих пор живет в традициях некоторых современных народов. Но несмотря на более ранние истоки празднования начала года, в ознакомительном выпуске кратко расскажу об истоках январского Нового года, а также об интересных традициях его празднования в некоторых странах. От одежды в горошек на Филиппинах и прогулок с чемоданами в Мексике до разноцветного нижнего белья в Испании и Латинской Америке. Стоит упомянуть, что у католиков по Григорианскому календарю в этот день также отмечается праздник обрезания Господне. Так что люди в некоторых странах, которые считают себя верующими, в новогоднюю ночь пьют и закусывают за конкретные манипуляции с частью тела. Интересно, какие тосты произносятся. А в православии это же событие отмечают по юлианскому календарю, в Старый Новый год. Но в этом видео речь пойдет не о религиозных традициях. В более раннем римском календаре началом Нового года было 1 марта. В этом календаре было всего десяток месяцев, что до сих пор отражено в некоторых названиях месяцев. Септом в переводе с латыни означает 7, окта 8, новым 9, а децем 10. В дохристианском Риме 1 января по юлианскому календарю было посвящено Янусу, богу дверей, ворот, входов, выходов, а также начала и конца, в честь которого и был назван январь. Начиная со 153 года до нашей эры, после инаугурации новых консулов, 1 января стали отмечать как Новый год. Однако светские и религиозные празднования начала года в марте продолжались еще какое-то время. И нет единого мнения, когда первый день января приобрел новый статус. Но официально Новый год начали отсчитывать с 1 января в 45 году до нашей эры, после введения в 46 году юлианского календаря. На территории России о праздновании Нового года известно с конца 15 века. Раньше началом года считалось 1 марта по юлианскому календарю, а окончанием года был февраль. С 1492 года или 7000 года по византийскому календарю каждый Новый год в России начинался уже с 1 сентября по юлианскому календарю. А с 1700 года, после указа Петра I, Новый год начали встречать 1 января, как и в других странах Европы, но по юлианскому календарю. И только с 14 февраля 1918 года в Российской Советской Республике был введен Григорианский календарь, по которому мы встретили 1919 год. С тех пор и берет свое начало празднование Старого Нового года в Советской Республике. Однако, вопреки телевизионным байкам, этот праздник не вызывает недоумений у иностранцев, которые имеют представление о Григорианском и Юлианском календарях. Его еще называют православным Новым годом в разговорной речи. Также, помимо стран бывшего СССР, традиция Старого Нового года сохранилась в странах бывшей Югославии, Иордании, Палестине, Британском Уэльсе и Швейцарии. В Шотландии Старый Новый год традиционно отмечают 12 января. Похожие праздники есть также и в других странах и культурах, но с другими датами и названиями.
Примечательно и то, что с 2101 года Старый Новый год будет уже выпадать на 15 января, а Рождество на 8, благодаря увеличению разницы между календарями. По современным часовым поясам первый Новый год встречают люди в независимом государстве Самоа, на острове Рождества, королевстве Тонга и в республике Кирибати, а последними на острове Бейкер и американском Самоа в составе США. По иронии судьбы, соседние острова Самоа встречают Новый год с большой разницей. Помимо разного времени встречи Нового года, существуют и различные традиции, выходящие за рамки обычных праздничных посиделок, с обилием еды, напитков и красочных фейерверков. Рассмотрим некоторые из них. Европа. В Австрии в новогоднюю ночь после трансляции боя колокола «Новый Пумерин» собора святого Стефана в Вене вместо официального гимна звучит вальс Иоганна Штрауса II на прекрасном голубом Дунае, который стал неофициальным гимном Австрии. А в Бельгии в новогоднюю ночь бесплатные автобусы и специальные такси от общественной организации «Ответственные молодые водители» доставляют всех желающих домой после праздника. В Дании принято разбивать тарелки в домах соседей в знак любви, которые после полуночи выбрасывают для привлечения удачи, а также взбираться на стул и прыгать в Новый год в полночь. В Италии канун Нового года отмечается ношением красного нижнего белья, а в южных регионах принято выбрасывать старые или ненужные вещи прямо из окон, преимущественно мебель. Но эта традиция постепенно угасает, как по экономическим, так и по причинам безопасности. Кстати, подобную традицию практикуют и жители Йоханнесбурга в Южной Африке, но с более обширным ассортиментом предметов. Вероятно, не слишком весело ходить по улицам, где из окон могут вылетать столы, тумбочки, холодильники, телевизоры и даже диваны. Во многих странах есть свои любимые новогодние передачи, как британский комедийный скетч «Ужин на одного» или «90-й день рождения», который транслируется в канун Нового года с 1976 года в странах Прибалтики, Финляндии, Норвегии, Германии и Австрии. Хотя, по иронии судьбы, скетч малоизвестен в самой Британии. В Финляндии также по радио незадолго до полуночи читается стихотворение Эйна Лейна «Улыбающийся Аполлон». А про иронию судьбы в странах бывшего СССР и так многие в курсе. У германцев и финнов существует шуточная традиция лить в холодную воду расплавленный свинец или олово и пытаться интерпретировать результат. В Германии прикосновение к трубочисту или растирание пепла на лбу считается добрым знаком, приносящим удачу и здоровье. В Нидерландах некоторые жители любят принимать участие в новогоднем погружении в Северное море или озера в оранжевых шляпах. У испанцев по традиции в новогоднюю ночь под каждый из 12 ударов часов принято съедать 12 виноградин, параллельно загадывая желание. Эта традиция берет свое начало в 1909 году, когда виноградари из Аликанте решили таким образом сократить излишки винограда на складах. Традиция впоследствии получила распространение в таких испаноязычных странах, как Мексика, Эквадор, Сальвадор, Боливия, Венесуэла, Коста-Рика, Перу, Колумбия, Пуэрто-Рико, Никарагуа и других. В принципе, многие традиции в мире завязаны на коммерческой выгоде отдельных лиц. Существуют и спортивные традиции 31 декабря. К примеру, в бразильском Сан-Паулу и в испанском Мадриде проводятся 10-километровые забеги, а в Швейцарии проводится финал турнира по хоккею на Кубок Шпенглера. В Шотландии праздник последнего дня года называют Хагманай, в рамках которого друзья или родственники ходят в гости друг к другу с подарками в виде виски, а иногда с кусочками угля. А массовые гуляния включают и огненные шоу с игрой на волынках и барабанах. В первый день Нового года
В Шотландии большой спрос на высоких темноволосых мужчин, потому как считается, что они приносят удачу, переступая порог дома первыми в новом году. В более теплых странах ближе к экватору и в южном полушарии празднование Нового года проходит более массово, преимущественно на открытом воздухе. Если, конечно, по некоторым причинам праздники не запрещены, как, к примеру, в Саудовской Аравии, которая перешла на григорианский календарь только 1 октября 2016 года, существовал запрет на публичные празднования Нового года по григорианскому календарю от религиозной полиции, которая является частью МВД и в других странах. Организация может оштрафовать магазины, предлагающие новогодние товары, и конфисковать их. Мировая общественность обычно закрывает на это глаза из-за финансового интереса многих стран. На Филиппинах со среднегодовой температурой 26,6 градусов по Цельсию многие предпочитают носить новую яркую одежду с круглыми узорами, например, в горошек, а стол украшают 12 фруктами округлой формы. Некоторые обычаи должны быть выполнены только в полночь, как разбрасывание монет, чтобы увеличить богатство в наступающем году, и прыжки, чтобы увеличить свой рост. Вероятно, там это больная тема. Практикуется и испанская традиция с 12 виноградинами. Люди также издают громкие звуки, стуча по кастрюлям и сковородкам, включают музыку на полную громкость и зажигают петарды, веря, что шум отпугивает неудачу и злых духов. До того, как часы пробьют полночь, все окна и двери остаются открытыми, включая шкафы и ящики, чтобы в них можно было войти. В Латинской Америке Новый год празднуют довольно ярко, как и многие другие праздники в этих странах, чему во многом способствует и климат. Многие традиции пересекаются с испанскими, как поедание 12 виноградин. Во многих странах традиционно носить разноцветное нижнее белье и одежду. В Колумбии на фоне пальм и пляжей ношение красного или желтого нижнего белья в канун Нового года, по мнению жителей, может увеличить шансы найти любовь или удачу в новом году, в чем мало кто сомневается при условии, что девушки ходят по улицам и сигнализируют, как светофоры. У мексиканцев красный цвет способствует общему улучшению образа жизни и любви, желтый цвет – улучшению условий труда, зеленый – финансовых условий, а белый – улучшению здоровья. В некоторых странах люди, которые хотят путешествовать, гуляют по улицам с пустыми чемоданами в руках. Традиция гласит, что прогулка с пустым чемоданом вокруг квартала гарантирует год полный путешествий и новых впечатлений. Новогодняя традиция в Эквадоре заключается в том, что мужчины небрежно одеваются в клоунские наряды с макияжем, разноцветными дешевыми париками и мини-юбками на фоне волосатых ног. Их внешний вид символизирует вдову уходящего года. В таком виде они выходят на улицы и останавливают машины, исполняя при этом горячие танцы. Чтобы откупиться от этого зрелища, водители вынуждены платить, чтобы проехать дальше. Помимо этого, эквадорцы изготавливают чучела, иногда сопровождаемые фотографиями людей, которые им не нравились в уходящем году. Их затем сжигают в знак прощения и забвения. Эта традиция связана с печальными событиями в Гуаякиле в 1895 году, когда на город обрушилась эпидемия желтой лихорадки, и одежда пострадавших сжигалась для очищения. А в Перу существует обычай, который включает в себя 3 картофеля под стулом. Один очищен полностью, другой наполовину, а третий не очищен вовсе. В полночь человек выбирает картофель с закрытыми глазами, и каждый дает прогноз на будущее. Если был выбран неочищенный, человек будет процветать. Если попался частично очищенный, следующий год будет нормальным. А если попался очищенный, то прибыли в наступающем году можно не ждать. Многие ритуалы и традиции могут отличаться по регионам, даже в пределах одной страны.
и зависят как от климата и различных взглядов людей, так и от ландшафта. Люди, проживающие в заснеженных горах или у моря, используют данную особенность для проведения крупных праздников. Однако, независимо от географического положения и традиций, в наши дни новогодние праздники не обходятся без красочных и впечатляющих фейерверков, мультимедийных проекций и световых шоу, которые с каждым годом совершенствуются. А я желаю всем подписчикам и гостям канала хорошего настроения независимо от дат и времени года. До встречи в новом году!